сейчас не самое лучшее время для того, чтобы приезжать в Россию. По причине того, что, зачем мне это надо? Куча народу мне писала: Покрас, ты чего, с ума сошел? Ты взял слово «единство», это же «Единая Россия». Есть потрясающее количество даже сумасшедше умных, талантливых, крутых людей во власти. Нету ситуации, где художник, который имеет свою позицию, мнение, философию и так далее, будет просто обрезан, задушен, закэнселен и так далее. Быть русским не будет стыдно, но быть человеком, который врет сам себе и врет окружающим, будет стыдно всегда. Друзья, гостем моего нового интервью стал художник Покрас Лампас. Мы с ним встретились на Бали и поговорили про ситуацию в Украине, возможность вернуться в Россию, про пропагандистов и кэнселинг российских художников. Я напоминаю вам, что это мой второй канал, и почти 90% из вас смотрит ролики на нем без подписки. Не надо так, подписывайтесь на него скорее, здесь будет выходить много классных интервью. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Покрас Лампас, известный российский художник, уже не российский, уже международный исследователь. Как тебя еще назвать? Творческая личность. Да, креатор. Креатор. Да, между прочим, действительно, Покрас Лампас сегодня один из самых, наверное, известных в мире российских современных художников. Молодых. Его работы продаются в британских галереях модных, его приглашают на различные мероприятия по всему миру. Какие в мире ты объекты самые интересные расписывал? Квадратный Колизей, даже проще его назовем. В Риме это крыша Фонди, штаб-квартиры. Довер-стрит маркет в Лондоне. Мы делали инсталляцию выносную. Были проекты и в Дубае, проекты в Гонконге, проекты... В целом, начинаешь перечислять, вспоминать, понимаешь, что где только не было. На момент, когда началась война, 24 февраля, ты находился не в России. Не в России. И решил в Россию какое-то время не приезжать. И решил пока не приезжать. Почему? По объективным причинам. Мне кажется, что сейчас не самое лучшее время для того, чтобы приезжать в Россию. По причине того, что, зачем мне это надо? Если я сейчас могу быть за границей в крутом месте, развиваться, делать свои арт-проекты и так далее, быть независимым во всем, зачем мне сейчас торопиться? Были у тебя какие-то в России государственные проекты? Наверное, уличные фестивали, стрит-арт-фестивали, это, в принципе, почти все связаны с государством, потому что... Государство выступает организатором. Да. Какой-нибудь госзаказ, да, то есть, как люди себе это представляют, да, что, госзаказ и какие-то у нас есть деятели искусства, которые, условно, кормятся из бюджета. Как у нас говорят, кормятся из бюджета, какие-то актеры, певцы, музыканты, они кормятся из бюджета, и они там что-то кому-то должны. Кормился ли ты из бюджета? Илья, я не кормлюсь из ниоткуда, ни из бюджета, ни из чего-то еще. Я работаю. Если моя работа стоит денег, то за мою работу платят деньги. Но у меня никогда не было такого, чтобы я это государство, поставлю-ка я им прайс X5. Наоборот, почти все проекты, которые сделаны для города, они невыгодны для художников, потому что ты очень много отдаешь ресурсов, сил, времени, эмоций, но при этом по объективным причинам эта цена, например, если ты топ-1 на рынке, а есть более такой средний прайс, то ты всегда свою цену понижаешь до среднего, потому что не очень правильно приходить и говорить, заплатите мне столько же, сколько мне стоит моя работа в галерее. И второй важный момент, когда ты делаешь объект на улице, ты выкладываешься очень сильно, потому что это люди, которые живут с твоим объектом. Это не выставка в галерее, которую ты можешь открыть и закрыть, и люди сами выбирают прийти в галерею, посмотреть на твою работу или пройти мимо. Здесь люди живут с этим, потому что они проходят мимо этого объекта, плюс дополнительная сложность выбрать правильные материалы, технику нанесения, продумать съемку, продумать то, как рассказать об этом проекте. То есть ресурсно это очень сложно. И сделать это хорошо, это значит, что действительно очень жестко поработать. Депутат Хинштейн, он вот здесь на днях высказался про твое творчество, снизошел до тебя, заметил тебя сам депутат. Он, видимо,
других дел у него нет, а может быть, он все дела, наоборот, переделал и решил обратить внимание на тебя. И сказал, что раз ты занял антивоенную позицию, то больше государству с тобой работать не надо. И, видимо, сейчас в Самаре твою работу, на мой взгляд, абсолютно потрясающую, надо будет как-то закрасить, чтобы... Да, мы просто сейчас извинимся, ребят, у нас там за окном идет стройка, ее нельзя остановить. И, к сожалению, вот такая история. Поэтому, пожалуйста, простите нас за фоновые непонятные шумы, просто мы не будем на это останавливаться. Вот, на мой взгляд, абсолютно потрясающая работа, которая сделала город богаче, город интереснее. Но теперь, наверное, ее закрасят, да, чтобы ничто там не напоминало в городе о тебе. Ты можешь на примере этой работы рассказать, сколько ты, например, за нее получил? Давай я сначала тебе скажу по поводу этого заявления депутатского. Во-первых, я не первый год приезжаю в Самару. И когда я приезжал, мы всегда встречались и с представителями города, и администрации, и с местными жителями, и с арт-средой. То есть это всегда очень много точек пересечения. Там, не знаю, Елена Лапушкина, которая мэр города, там, Азаров и так далее. Это не просто там имена, действительно люди, с которыми я здоровался, с которыми я обсуждал проекты, перед которыми мы защищали концепции. И я не верю в то, что одно высказывание депутата должно действительно взять и заставить работу уничтожить, потому что очень большая работа была проделана над тем, чтобы ее создать. Это важно. И второе, если мы все-таки мыслим с точки зрения воли народа, да, и как бы депутат все равно это человек от народа, он должен волю народа проявлять, а не свою личную инициативу, а, грубо говоря, маскировать под волю народа. Я уверен, что нужно спросить людей в Самаре, если они считают, что этот арт-объект уместен и заслуживает внимания, и действительно стал достопримечательностью города, в том числе и для туристов, то уничтожение арт-объекта, на мой взгляд, как минимум неправильно. Второе, цитата, которая была написана на этом арт-объекте, это приказ, если память мне не врет, номер 2 армии искусств от Маяковского. И спуск это был Маяковского. И я считаю, что Маяковский тоже с точки зрения своего искусства очень много говорил разных вещей, но мы же его не запрещаем, мы его не уничтожаем, мы никого не гоним, мы ни с кем не боремся. Мне кажется, что вообще, в принципе, культуру запрещать как минимум неправильно. Теперь по поводу позиции. Я считаю, что люди, которые не цитируют мою позицию, могут понять ее в том числе неправильно или неверно, потому что интерпретации сейчас миллион. Мы находимся в век информации, которая не может быть правдивой, если ты не цитируешь источник. Я не видел в заявлении депутата Хинштейна цитирования моего поста, чтобы сказать, вот эта конкретно фраза является, там, например, такой-то. Да? Получается, что мы сейчас о чем говорим? О том, что люди услышали мою фразу или узнали мою фразу. У меня есть конкретные посты, у меня есть конкретная позиция. Но эта позиция, я считаю, что не должна восприниматься как желание, не знаю, там, превратить культуру России, да, там, откатить ее в каменный век. Наоборот, мы развиваем, и это нормально, если ты живешь в России, что у тебя есть свобода слова высказаться. Правильно ведь? Я же не призываю там, к, не знаю, вот, если мы совсем в какую-то дичь уходим, там, к расправе над российскими военными. Потому что это было бы действительно страшно. Я не могу это сделать, и я считаю, что это этически неправильно. Но я могу высказаться за мир и действительно высказаться против военных действий на территории Украины, потому что там гибнут люди. И, к сожалению, мирные люди тоже гибнут и страдают. И если меня это трогает, если у меня даже есть часть родственников в Украине, у меня очень много друзей в Украине, я не считаю, что у меня этически моральное право есть молчать на эту тему. Да, грустно, если кто-то считает эту позицию там, антироссийской. Я считаю, что это не так. Это позиция абсолютно взрослого, осмысленного человека, который хочет, чтобы вопросы решались мирно, чтобы они решались за столом переговоров, чтобы они решались через попытку сохранить человеческие жизни. Но если уже происходит в территории другой страны военные действия, я не имею права не сказать, что я там, типа, скрываюсь от какой-то там, знаешь, какого-то прессинга.
И я поэтому спокойно говорю, что я вернусь в Россию и буду делать дальше арт-проекты. Я не считаю, что это должны быть какие-то политические репрессии за то, что ты можешь просто высказать свое мнение и поддержать людей, которые пострадали от бедствий, и, там, не знаю, помочь кому-то советом, может быть, собрать лекарства, продовольствие, вещи или там рассказать о каких-то крутых художниках. Эта позиция абсолютно не антироссийская, потому что пройдет время, и наше поколение будет воспринимать как людей, которые сейчас сделали те или иные действия. Если мои действия были честными, искренними, и я понимаю всю ответственность их сделал, я не верю, что мой арт-объект от этого стал хуже. С конца февраля мы часто слышим о новых санкциях против России. Если в первые дни многие люди сильно паниковали, то сейчас кажется, что это уже стало обыденностью. Тем более, многие санкции, на первый взгляд, почти не влияют на нашу жизнь. Вот вы как-то ощутили санкции, наложенные на ваш банк? Скорее всего, большинство зрителей даже не заметили этого. Но уверен, среди вас есть предприниматели, которые работают на зарубежных рынках. Возможно, вы продаете программное обеспечение или делаете дизайн сайтов для американских компаний, покупаете из Италии корм для животных или продаете рыбу в Германию. Как раз по таким предпринимателям ударили санкции, наложенные на банки. Например, перестали работать входящие и исходящие валютные платежи или отключился SWIFT, который отвечает за обработку операций между банками. Если у вас возникли такие проблемы, или вы только собираетесь начать бизнес с зарубежными компаниями, присмотритесь к Бланку, мобильному банку для бизнеса. Я уже раньше о нем рассказывал, он обслуживает предпринимателей, и его не коснулись санкции. Бланк подключен к SWIFT. Здесь работают входящие и исходящие валютные платежи, а разница между продажей и покупкой валют зафиксирована. Например, сейчас у Бланка фиксированная разница между покупкой и продажей доллара или евро составляет 20 копеек. Скорее всего, более выгодные условия обмена вы найдете только на бирже. Кстати, пройти валютный контроль в Бланке можно бесплатно за 2 часа прямо в смартфоне. Банк сам передаст сведения о валютной операции в Центральный банк. Приложение Бланка доступно в магазинах приложений Apple и Google, а тарифы можно собрать в конструкторе. Нужно только выбрать 3 подписки. Например, на тарифе за 1000 рублей каждый месяц можно выводить до 800 тысяч рублей на счет физлица без комиссии, совершать бесплатно 20 платежей и снимать без комиссии до 50 тысяч рублей в любом банкомате. А по моему промокоду Варламов этот тариф станет бесплатным на 6 месяцев. Чтобы открыть счет в Бланке, переходите по ссылочке в описании. Вернувшись к этому арт-объекту, сколько ты получил за этот арт-объект? Сколько государство на это потратило? Смотри, с точки зрения смет всегда это происходит следующим образом. Есть площадь объекта. В нашем случае это огромное пространство. Да, это спуск, откосы набережной. Да, то есть это больше 300 квадратных метров площади работы только непосредственно для самой каллиграфии. А вся эта набережная, для тех, кто не знает, состоит из таких вот кирпичиков, по сути, да, мощеная. И вот каждый этот кирпичик был расписан вот такой вот толщины кистью, буквой. То есть это было просто тысячи букв, которые ты каждый день со строительных лесов, земли, солнце жарит, огонь, там, я не знаю, какой-нибудь рядом, там, или дождь, или что-то еще, все что угодно происходит, ты все равно пишешь. Там осиное гнездо сверху спрятано, вот осы летают, ты их поджигаешь, как-то, знаешь, пытаешься отогнать горелкой, но при этом пишешь, понимаешь, тебя там кран шатается. То есть это не гламурно, не весело и не просто. И у тебя ответственность, что ты сейчас вот там должен сделать так же хорошо, как и здесь. И здесь, и здесь, и здесь. И при этом ты еще пишешь текст, ты цитируешь, ты не можешь там от себя написать другое слово. Это процесс довольно сложный. У меня на этот процесс ушло больше 2 недель непосредственно самой росписи. Каждый день к набережной приходили люди и смотрели, как я работаю. Поэтому я думаю, что жители Самары не дадут соврать. Это был объем огромный. Поэтому, если мы смотрим сметы, то надо представить, что все это время со мной были ассистенты. Это была техника, которая меня поднимала вверх-вниз. Это грунтовка, потому что это набережная, там вода, там повышенная сырость. Это специальная золотая краска, которая реально правильно держится. Она до сих пор выглядит красиво на набережной. Это очень важно. Это покрытие специальным водостойким лаком. Я не могу тебе сказать, какая сумма была потрачена по одной простой причине. Я не являюсь подрядчиком.
И слава богу, потому что я не хочу участвовать в работе и, знаешь, там из серии на разнице в сумме какие-то, там, не знаю, зарабатывать деньги. Вообще нет. Я говорю честно, ребят, мне нужно вот это техническое задание, чтобы было выполнено. И большая благодарность тем, кто это сделал. Хорошо, ты лично сколько ты заработал на что-то сам лично? Я не считаю расходы. Слушай, это открытая информация, Да. потому что это же, насколько я знаю, через НКО был Да, запрос. Это были 300 тысяч рублей. Ты лично заработал 300 тысяч рублей. Да, ну ты представь, что я 2 недели Нет, подряд понятно, работал. понятно. Просто для того, кто не понимает, одна работа, например, вчера на аукционе Покрас продал свою работу за 50 тысяч долларов. Ну, то есть 300 тысяч рублей, которые, условно, город заплатил за арт-объект, это просто смешные деньги для такого уровня работы, для того, что это создано. Я почему-то спрашиваю, да, потому что люди не очень понимают, они слышат, когда, например, депутат Хинштейн говорит, что за антироссийскую позицию тебя нужно отлучить от бюджета, и всем, тем, кто не в теме, как это работает, может казаться, что ты просто вот сидишь в кепке Balenciaga, весь такой красивый, потому что ты на деньги там, на русских налогоплательщиков российских шикуешь, ешь там устрицы омара, еще смеешь как-то высказывать антироссийскую позицию. Я просто как раз хотел, чтобы ты объяснил, как это устроено, и что на самом деле ты не на том зарабатываешь. Есть небольшая ремарка. Если мы даже о налогах заговорили, вот у меня есть мое ИП. Опять же, это открытая информация, каждый может посмотреть. То есть я в год плачу больше, там, я не знаю, 700-800 тысяч точно. Только одних налогов, не считая отчислений и все прочее. Это именно налоги. И у меня иногда бывает, там, в квартал ты должен заплатить, не знаю, там, 500 тысяч. И если я работаю в России, плачу все налоги, у меня все мои проекты белые. Вообще, мне не бывает того, что мне там приносят в конвертах, там что-то еще. У меня есть жесткий юрист, у меня все контракты сделаны так, что есть авторское право, лицензии, передача лицензий, там, все что угодно. Я реально плачу налоги в России. Я реально делаю арт-проекты в России. Я рассказываю о российской культуре в России и за границей. Я делюсь своими знаниями. Я очень много распространяю информации, там, как чему научиться, читаю лекции. И это всегда бесплатно. Потому что я стараюсь приносить что-то для людей. И когда даже мы делаем проекты, даже вот, да, берем 300 тысяч, я потом из этих денег еще плачу за продакшн, чтобы люди приехали, сняли, сфотографировали и так далее. И с этих же денег я докупаю какие-то необходимые мне материалы, там, живу, то есть что-то еще. То есть люди должны понимать, что художник в России зарабатывает вообще не на уличных проектах. Художник в России зарабатывает только своим трудом, если ты очень много работаешь, реально знаешь стоимость своих работ и реально развиваешь свой стиль, свое имя, свой бренд, ты будешь зарабатывать. Но зарабатывать на государстве через госконтракты – это всегда очень, на мой взгляд, такой, самый, наверное, невыгодный вариант. Это просто круто для людей, вот честно. То есть даже если говорить, я иногда приезжаю в город, мне фестиваль пишет: Покрас, у нас нет бюджета, мог бы ты приехать? Я им говорю честно: ребят, мне самому бюджет не нужен. Мне нужен бюджет на хороший продакшн, на хорошие материалы, на ассистентов, на скорость моей работы и на то, чтобы все в итоге было сделано четко и как я хочу. И самая последняя вещь, вот тоже, самое главное, чтобы художник отвечал за свою работу от начала до конца. Никто не влиял на смысл, который он заложил в работу, никто не влиял на форму высказывания и на то, действительно, что хотел сказать автор, потом не перевиралось. Поэтому я настолько щепетилен в этих вопросах. Сможешь ли ты после того, что случилось, да, как изменился мир, дальше работать с государством, если тебя пригласят на какие-то государственные мероприятия, фестивали? Слушай, это этический момент, что работать с государством в России – это очень такое, знаешь, широкое, я бы сказал, определение. Вот я об этом много думал. Интересно, что ты этот вопрос поднял. Вот, например, нам всем нравятся там какие-нибудь выпуски на YouTube, да, классные. Мы понимаем, что стоимость продакшн на некоторые выпуски там 1 000 000 рублей. Ты сам это знаешь. Да. Это супер дорого. Там большие выпуски могут нереальных денег стоить. Их, например, там снимают через какой-нибудь продакшн, который там аффилирован к какой-нибудь крупной российской компании, там, не знаю, нефтегазодобывающей, там, какой-то еще. Вот можно назвать эти деньги какими? Государственными, потому что они проходят через государственные ресурсы, оседают в компаниях поменьше и потом растекаются по креативной индустрии, или нет? Вот должен ли я этически, там, я не знаю, перестать смотреть на YouTube крутые выпуски, крутых шоу,
только потому, что за них заплатили вот через 10 прослойок. Не, я не про это тебе говорю. Я же не говорю про то, что кто там сейчас тебе заплатит деньги. Я говорю Хорошо. про конкретное Тогда государственное другой мероприятие. вопрос. Хорошо. Смотри, тебя завтра позовут, давай просто конкретный пример. Тебя завтра позовут расписать там Пушкинскую площадь в Москве. Смотри, вот, я Москвы, тебя понимаю. Собянин позовет Смотри, тебя. вот я считаю, что здесь вообще всегда нужно не с факелами идти, да, и со всеми воевать. Нужно стараться максимально рационально и разумно объяснять разные вещи. Вот и все. Я всегда так делаю. Могу просто этим поделиться. Например, если мы хотим сделать что-то в городе, неважно, Сингапур, Дубай, не знаю, там, Бали, или Москва, или Петербург. Да, нельзя это делать вне контакта с властью. Ты не можешь это сделать. Это я понимаю. Смотри, кто я? Я уличный художник, Да. например. Вот скажи честно, на мою позицию влияет то, что, не знаю, там, я из России или не из России? Или я просто, вот как я делал свою, там, не знаю, каллиграфотуризм, свои проекты там в России, за границей, и сейчас делаю, ничего же не меняется, и я продолжаю так же высказываться. Если любая власть скажет мне, Покрас, ты должен написать вот это, под нашу дудку, там, мы тебе за это заплатим, предложим, все что угодно сделаем, я откажусь. Но вот, например, в Москве я делал мурал про пропавших детей вместе с Лиза Алерт. Это проект, который невозможно сделать без поддержки префектуры, по-моему, ЦАО, это правильно, Кстати, Якиманка. Вот, хорошо, да, хорошо, что ты про это вспомнил. Извини, что я тебя перебил. Основатель Лиза Алерт участвовал в выборах, когда ты делал этот мурал. Угу. И он участвовал в выборах по так называемому списку Собянина на не очень честных, но не очень конкурентных выборах. И многие восприняли, что вот этот мурал, который ты сделал, он был прям откровенной предвыборной агитацией. Ты знаешь, ты знал есть, об этом? Ты же знал, что человек участвовал в выборах? Я тебе сейчас на эту тему, кстати, тоже скажу свои мысли, но перед этим я все-таки закончу предыдущую важную точку. Если мы хотим что-то делать в России, то, что касается не нас лично, наших холстов, наших там записей на YouTube, наших там историй, цифровых проектов, метаверсов, а хотим что-то, что появляется в среде, в городской среде, в любой среде, в архитектуре, мы так или иначе работаем с городом. Город — это в нашем случае проявление власти. Вот я живу в Петербурге. Неужели ты думаешь, что я, приехав в Петербург, буду, не знаю, там, бояться с людьми общаться? Нет, я буду также продолжать говорить. Вот смотрите, у меня есть такая позиция, у меня есть такие взгляды, у меня есть такая философия, и у меня есть такие вот сейчас проекты. Если вы считаете, что это должно быть, давайте это сделаем так, так и так. Но я с этого не должен, естественно, зарабатывать. То есть теперь, если я буду что-то делать в России с точки зрения таких проектов, это не будет вещью, которую я буду делать, там, не знаю, даже 300 тысяч рублей гонорар, я просто уберу. То есть я этически полностью все, что делать буду в России сейчас, будет для меня не выгодно, абсолютно точно никем не контролируемо с точки зрения смыслов, и никогда не будет сделано так, что мне потом за это будет стыдно. Вот и все. Тогда я буду делать проекты. Я уверен, что очень многие люди в России, они это прекрасно понимают, и они это поддержат, потому что людей с позицией гораздо проще понять, чем людей, которые свою позицию не могут выразить. Я вот ее выразил так. Те, кто за это, я уверен, они это поймут. Теперь то, что касается мурала с Лизой Алерт. Во-первых, инициатива создать мурал была не от Олега Леонова, а от других людей в отряде. Это важно. И, то есть я с Олегом познакомился уже на моменте, когда мы создали этот мурал, и он приехал поддержать и рассказать. Но при этом действительно об Олеге было очень много хороших слов сказано от людей в отряде, которые долго с ним работают, общаются и так далее. Поэтому, когда началась вся эта история с предвыборной кампанией, я получил несколько сообщений от наших СМИ и от редакторов, там, не знаю, «Дождь», «Медуза» и так далее, с просьбой прокомментировать следующее. На сайте Олега Леонова личном было фрагменты моего интервью с ним, которые, грубо говоря, были частью его предвыборной агитации. Хотя я не делал проект вместе с ним для его предвыборной агитации. Я написал коллегам из Лизы Алерт и сказал: друзья, я считаю, что это неприемлемо и что это нужно убрать. Коллеги из Лизы Алерт мне сказали: Покрас, мы
не знали, что это так. Я склонен всем доверять, потому что нету причин не доверять. Сейчас это так. Мы это уберем. Хорошо, что ты сказал. Этот сайт Олега до этого был его личным блогом, и в момент его агитации он превратил его в свой предвыборный, грубо говоря, ресурс. Но так как там до этого были выложены эти материалы, они там остались. Это была их позиция. И дальше началась очень странная ситуация. Так вышло, что кто-то хотел закрасить этот мурал с точки зрения там, его состояния, с точки вообще самого здания. И это на самом деле правда, что здание было то ли аварийным, то ли каким-то еще, поэтому нам на Якиманке его отдали под роспись. Не все фасады в Москве можно расписать. Поэтому то, чтобы нам дали такой крутой фасад в таком важном месте, это все-таки реально культурный центр Москвы, так или иначе. Это было круто, и я действительно благодарен за такую поддержку. И я понял следующее, что если я сейчас буду у себя в соцсетях раздувать конфликт вокруг закрашивания этой работы, неважно, какая у меня позиция, я буду помогать предвыборной агитации. Потому что я буду цитировать источники, которые будут вести на Олега и которые дадут ему дополнительный трафик, условно говоря. И у меня были 2 недели полнейшей тишины, когда я не репостнул ни одну запись, не прокомментировал ни одному медиа и вообще полностью, как мог, игнорировал эту историю. Потому что я считаю, что здесь была очень хитрая игра. Он бы так или иначе победил, я в этом не сомневаюсь, но я не хотел своей позицией и своим арт-проектом влиять на то, как люди будут за него голосовать. И все. Это моя этическая позиция. Ты сказал интересную фразу: он бы так и так победил. Почему ты так думаешь? Потому что я не сомневаюсь, что он реально крутой чувак. Кто еще в его округе был? Я видел, что там в его округе было много людей из оппозиции. Я не знаю точно, и я знаю эту риторику, потому что я действительно следил за этой историей. Сейчас, что подожди. Олег был, грубо говоря, кандидатом, который был поставлен, чтобы отвлечь другие голоса. Но я, видишь, я не политик. Я художник. Я могу знать о политике что-то, я могу делать свои личные выводы, но я не занимаюсь политическим активизмом или какими-либо, там, не знаю, агитационными действиями. Поскольку я там, может, чуть больше занимаюсь политикой, Олег Леонов шел по центральному округу, и он набрал 57 тысяч голосов. На втором месте был Митрохин Сергей из Яблока, который набрал 47 тысяч голосов. Но значительный перевес Леонов получил по так называемому вот этому вот электронному голосованию, к которому было очень много вопросов. И есть мнение, да, что это электронное голосование было сфальсифицировано, потому что то, что происходило на участках, показывало то, что он не побеждал, он проиграл. Кроме того, если ты знаешь, в Москве, особенно там в центре, сильные позиции Яблока, сильное оппозиционное настроение, и люди действительно голосовали активно за Митрохина, поэтому я бы не стал так утверждать, он так и так бы победил, как это говоришь ты. Вот. Можно я тогда вставлю короткую реплику? Потому что все-таки центральный округ — это самый главный, можно сказать, Я не округ. Транслирую свою позицию как позицию, которую должны принять другие люди. Да. Это было мое личное мнение, Хорошо. которое я реально в тот момент такое имел, и все. Да. Ты считаешь этот мурал предвыборной агитацией? Я не считаю этот мурал То предвыборной есть то, агитацией. что перед выборами у кандидата от власти появляется гигантская фактически реклама в его округе, в центральном округе, как ты говоришь, редко кто дает там расписывать такие здания, и у кандидата от власти появляется мурал, и все об этом говорят именно перед, не после выборов, да, а именно вот перед голосованием, привлекает себе внимание, это не предвыборная агитация, по-твоему? Окей, я скажу тебе, как я считаю, потому что есть конкретная информация, которой я владею, и все. Либо я ей владею, либо не владею. Вот она была такой. Мы делали проект «Слеза Алерт» с весны. Я точно могу сказать, что это было весеннее обсуждение, потому что у меня график минимум за 2-3 месяца заранее весь заблокирован. Не бывает такого, что ко мне приходит проект за 2 недели. Весной мы согласовали этот проект. Я не помню точно день пропавших детей, который был, но это точно была дата, далекая от выборов и от голосования. Я точно это знаю. И в момент, когда мы релизили мурал, все новости были о том, что этот мурал посвящен Дню пропавших детей. Если мы будем каждую вещь нашей жизни привязывать к политическим событиям, мы можем реально найти очень много пересечений.
Можно вернуться к Самаре и сказать: Покрас, ты прилетел в Самару, делал проект осенью, а День города в Самаре осенью, и так как ты сдал проект тогда-то, ты тоже участвовал в политических движениях. А тут ты прилетел туда-то, и это там. Но я тебе могу сказать, что я был не знаю, в Дубае и делал проекты там до Рамадана, и мне могли сказать: Покрас, ты такой хитрый, ты до Рамадана сделал проект, чтобы немножко... это поддержать. Подожди, Покрас, ты сейчас немножко как бы пытаешься запутать. Вопрос же не в дне городе, вопрос Я не к этому. запутываю. Вот, просто я сам по себе, например, знаю, да, когда очень часто, особенно перед выборами, к тебе обращаются, да, например, Илья, а давай мы расскажем про какой-нибудь там, не знаю, замечательный парк, никакой рекламы не надо, давай расскажем, как там похорошела Москва. Я говорю: так, ребят, давайте замечательно, обязательно расскажем, давайте через неделю после выборов. Они говорят: да не, нам сейчас надо. Я говорю: да, вам же надо рассказать, как Москва похорошела. Ну, давайте мы перед выбором делать это не будем, а после выборов расскажем. Хорошо. Они такие: уже не надо. Ну, эти просто, Илья, может, так немножко утрированные давай, пожалуйста, примеры. ты зайдешь тогда в Инстаграм, посмотришь, когда я релизил этот мурал, чтобы мы зрителю честно сказали время. Я просто пытаюсь понять, да, действительно ли ты не считаешь, потому что, ну, на мой взгляд, да, я очень еще удивился, потому что я знаю тебя и зная там твои принципы, мы с тобой давно общаемся, дружим, да, но зная тебя, я удивился, почему вообще ты принял, ну, на мой взгляд, откровенное участие в предвыборной кампании и понимал, может, ты не понимал, я же не говорю, что ты как бы хитро это специально сделал. То есть, может, тебя ввели в заблуждение, такое тоже бывает, особенно с людьми, кто там не сидит в политике, например, как я там сижу, и кто не понимает там всех вот этих вот там смыслов. Давай еще раз. Посмотри, пожалуйста, дату, когда был релизен мурал, и дату выборов. Мы увидим, сколько месяцев было от и до. Потому что, я говорю, если мы будем все связывать с политикой, мы будем сидеть в котелках. Ты думаешь, я не получаю предложения там поддержать какие-то на выборах вещи? Мне тоже приходят эти предложения, я тоже от них отказываюсь. Я чувствую довольно тонко иногда какие-то ситуации, когда искусство должно стать, условно говоря, маленькой или не маленькой пропагандой. В мае 2021 года, в конце мая, ну, практически 1 июня, за 3 месяца до выборов. За 3 месяца? Да. Ты считаешь, что за 3 месяца до выборов то, что я делал, это значит, что я там не знаю, как-то участвую в выборах? Нет. Кстати, извини, есть вообще более интересный пример. Я же делал проекты к Евро, и у меня было слово «единство», которое я фигачил там на стадион, целый баннер. Куча народу мне писала: Покрас, ты чего, с ума сошел? Ты взял слово «единство», это же «Единая Россия». Да, потом... И как ты вообще взял и на целый дом, там 25 этажей, огромный баннер, как ты сделал? Я им говорю: ребят, вы посмотрите этимологию слова «единство». Это unity. Unity — это слово, которое стало главным словом чемпионата Евро. У тебя еще, ну, и второй раз еще ты прорекламировал карту «Тройка» с Лизой Алерт за 2 месяца до выборов. Вот. Видишь? Еще раз, ты говоришь, прорекламировал карту «Тройка». Это неправильно, я не рекламировал карту «Тройка». Я не сделал это ни за деньги, ни за рекламу. У меня не было... Ну, хорошо, еще раз напомню о своем проекте. Просто... Нет, ну это тоже важно. Ты говоришь, прорекламировал. Ты можешь сказать, ты рассказал о карте «Тройка». Хорошо, ты рассказал о карте «Тройка». Я рассказал. Да. Ну, это все это реклама, может, это Смотри, не за деньги реклама. Ты можешь я имею в виду, что реклама не за деньги. Смотри, ты можешь сказать, это реклама, но я не рекламировал. Я рассказал то, что ты же мою интенцию описывал. Окей, хорошо. Ты рассказал про карту «Тройка» за 2 месяца. Ну, просто, опять же, возможно, ты не понимаешь, как устроены политические процессы. Все лето шла предвыборная кампания, и как раз вот 3 месяца то, что висел этот мурал, и с какими-то поддерживающими мероприятиями в виде карты «Тройки», это прямо все супер грамотная, долгая такая вот рекламная кампания, которая завершилась в сентябре выборами. Вот. Именно тогда она и начинается. То есть она не за неделю до выборов начинается, она начинается задолго, да, чтобы... Илья, давай так. Вот просто для меня это реально важно. Я художник. Да. Я как художник делаю арт-проекты. Эти арт-проекты могут оказаться на улице или в галерее, или в музее, или где-то еще. Да, Если это на улице, можно все, что я делаю, привязывать к датам. И я реально знаю, что это сезонность. Я не могу свои арт-проекты делать в октябре, потому что будет холодно. Я могу их делать с апреля до конца сентября. Все, это мой тайминг. У меня все мои проекты заранее расписаны. Ничего нельзя ни купить, ни втиснуть, потому что это просто невозможно. У меня просто нету времени. Слушай, смотри, да. Так, есть тайминг. Да, у меня вопрос был просто исключительно, да, то есть я, когда это видел, да, я думал, возможно, ты просто поддерживаешь Олега Леонова, да, и
поддерживаешь Лизу Алерт, и ты как бы совершенно нормальная история, когда говоришь, этот чувак мой кандидат, он мне нравится, я знаю, что это хороший человек, и я взял и сделал в его поддержку мурал, и мне вообще как бы считаю правильным делом. Никаких вопросов нет. Возможно, ты просто не знал и не видишь, есть никакого противоречия, что просто так вот совпало, и не надо искать какие-то эти, где там нет. Я просто хотел это узнать, и все. Я хочу сказать, что Лиза Алерт — это реально герои. Я видел этих людей изнутри, я видел, что они по ночам срываются и ищут детей. И я знаю, они большие молодцы, никаких претензий к Лизе Алерт у меня нет. Честно, у себя не испытывал никакой этической дилеммы касаемо того, кому я хотел бы помочь, потому что я это делаю реально искренне и по-настоящему. Еще раз, я знаю Лизу Алерт, я сам и у меня интервью с ним выходил, я про них рассказывал, это классные ребята, вообще никаких вопросов нет, просто хотел узнать именно про, понимал, что это предвыборная история или нет, и понимаешь, что ты это сейчас. Окей, по поводу работы с городом, я почему тебя тоже спросил, потому что, например, некоторые там исполнители, так же, как некоторые бренды, они говорят, мы принципиально уходим из России. Это не вопрос денег, не вопрос присутствия, не вопрос сделать там, помогать там, работать там с русскими людьми, поддержки путь не будет, вообще, да, просто берут, уходят, ты сам ты даже бренды, берут, уходят тот же самый там софт, на котором в том числе и ты работаешь, всякие там Adobe и так далее, они говорят, мы закрываемся в России, мы не даем там больше русским лицензий и все остальное, не разбирая, кто за, кто против, они просто уходят из России. Некоторые исполнители, например, там Фейс, который сказал, что я удаляю всю свою музыку из российских там стриминговых платформ, потому что я вот не хочу больше там работать с Россией. Вот. У тебя такой дилеммы нету, и ты, теоретически, ты сказал, что ты не готов зарабатывать, но работать в России ты, с точки зрения искусства, готов. Я считаю, что я не бренд, как там западная компания, которая имеет в том числе там налоговую юридическую отчетность, и которые могут по своим каким-то внутренним убеждениям, не всегда они связаны даже с политической позицией, там, закрывать бизнес в России. Я считаю, что некоторые компании вообще делали очень громкий пиар, но при этом фактически действия отличались от того, что происходило. Макдональдс не закрылся, потому что они работают по франшизе, и эту франшизу нельзя закрыть закрытием слова Макдональдс. Поэтому они закрыли несколько ресторанов, которые могли закрыть. Да, это первое. Второе. Есть, не знаю, там Литуаль какой-нибудь. Он говорит, мы это не делаем, закрывает физический магазин, а сайт продолжает работать. Есть очень много нюансов, которые мы должны понимать. Сейчас, с точки зрения информации, очень много событий действительно происходят, когда люди, сломя голову, пытаются что-то донести, что-то сказать. Я человек очень осознанный, потому что я понимаю ценность и силу слов. У Маяковского была даже такая строчка, что я знаю силу слов, я знаю слов набат. И это вещь, которая, мне кажется, очень важной. Я считаю, что в России даже, как бы там, не знаю, люди на одной стороне, на второй стороне не думали, есть потрясающее количество даже сумасшедше умных, талантливых, крутых людей во власти. Даже так. И я не считаю, что ты должен прийти, там, не знаю, приехать в Петербург, прийти, там, я не знаю, к людям, которые развивают там культуру в Петербурге или что-то еще, и сказать, теперь мы не жмем друг другу руки, потому что вы там, мы здесь. Но важно очень сказать и следующее. Я не являюсь инструментом пропаганды военных действий России и не собираюсь являться этим инструментом. Я не собираюсь носить какие-то ленточки, я не собираюсь зарабатывать деньги, я не собираюсь заниматься тем, что этически, на мой взгляд, противоречит моим ценностям. Поэтому если люди там это понимают, а я уверен, что многие это понимают и тоже уважают, карт-бланш, пожалуйста, я открыт общаться. Работать — это тоже очень широкое слово. Я хочу делать в России крутые проекты, независимые, творческие, настоящие. Потому что я художник, и я знаю, что наше поколение все равно останется как угодно, но останется в истории России, в истории, там, не знаю, российской культуры. И если так вышло, что я родился сейчас и живу сейчас, вот мне 30 лет, у меня есть энергия, у меня есть экспертиза, у меня есть знания, у меня есть влияние, у меня есть репутация. Я сделаю все, чтобы свою репутацию сохранить максимально чистой и искренней, но сделать вещи, за которые мне не будет стыдно, которые будут жить дальше. Вот и все. Для тебя сегодня важна позиция человека относительно событий в Украине, с которым ты общаешься, с которым ты ведешь дела. Ты сказал, что есть замечательные, талантливые, прекрасные чиновники. Тебе важно, какая позиция по войне у этого чиновника. То есть он может быть в быту замечательный человек, а считает, что замечательно, надо там взять поскорее Киев,
смести там все, стереть с лица земли Украину, потому что там все нацисты. Для тебя есть какой-то барьер именно вот по позиции человека? Для меня это страшно. То есть с точки зрения того, что если у человека позиция, что мы должны кого-то завоевать, Да. если мы должны выступить агрессором, то очевидно, что я не могу с человеком продолжать общение так же легко и непринужденно, как я это делал бы до. Но я не знаю, как... Я не в России сейчас, понимаешь? Я вот ни с кем лично не пообщался. Я не знаю этой ситуации. Я не могу, находясь на Бали, рассуждать о том, что в России это вообще не всегда даже корректно, не всегда честно. Я понимаю, что это всегда очень сложный процесс для людей принятия и переосмысления. Я понимаю, что на многих оказывается сильнейшее давление, и я не знаю, что там у людей внутри души происходит, как они с этим справляются, потому что я понимаю, что люди культурные, образованные не могут поддерживать войну, потому что война — это страшно. И в России есть парад Победы и ветераны военные. И никогда эти люди не говорили о том, что мы хотим кого-то завоевать. Они иногда со слезой на глазах рассказывают о том, как это было страшно, больно, у людей травма на всю жизнь. Как я общаюсь с этими людьми, как знаю, что в России большинство семей имеет людей, которые пострадали во время Второй мировой войны, которые пострадали во времена Чеченской войны или другой войны. Как я могу этим людям, смотря в глаза, сказать, что я считаю, что надо воевать? Нет, я не могу это сделать. Я не могу сейчас тебе сказать про политику в России, я не политик. Я вот простой, честный человек. Я плачу налоги, делаю вещи, в которые я верю, и стараюсь быть независимым. И я этому следую. Сейчас, если я буду независимым там, на Бали какое-то время, для меня это окей, просто чтобы продолжать делать свои арт-проекты. И не думать о том, там, этически правильно прийти в музей с господдержкой, но с крутыми людьми, которые в команде, или неправильно. Я просто сейчас от этого изолировался. Это не все могут себе, к сожалению, позволить, и это, к сожалению, правда, не просто. Но при этом... Вот знаешь, все сжигать, уничтожать, там, мосты, людей, всех там под какую-то вещь, мне реально кажется неправильно. И когда мы даже вот читали заявление этого депутата, я понимаю, что да, как новость для кого-то это важно, но для меня это больно, что в России начинается какое-то разделение за и против, хотя должно быть всегда разделение честный ты, искренний человек, и заслуживаешь ты какого-то личного уважения, или ты человек, который просто, вот знаешь, конъюнктурщик. Я считаю, что здесь не может быть другого ответа. Тебе предлагали за этот месяц какие-нибудь, ну, назовем так, прокремлевские патриотические проекты, принять в чем-то участие, я не знаю, там, нарисовать букву Z где-то красиво или еще что-то такое? Выходил на тебя кто-то? Нет. Не было вообще никаких предложений? Я думаю, что и не будет. Они смотрят посты, они видели, что я высказался в день войны, что я против войны. И, ну... Это, мне кажется, что просто здравый смысл. Мы же понимаем, что многим приходят, там, не знаю, фейковые предложения, просто чтобы сделать инфоповод. Там, кто-то... То есть это надо все проверять, всю информацию нужно проверять. Но при этом я могу тебе сказать, что мне приходили просьбы, например, со стороны Украины поддержать, там, знаешь, военные силы Украины там, или что-то еще. И я честно говорю, что я не имею ни этического, ни морального права поддерживать в том числе и их военные силы, потому что это, по сути, будет поддержка людей, которые убивают там, российских солдат. Да, эти солдаты на другой территории, там, не знаю, с точки зрения агрессии, да, проявляют свою позицию. Но это все равно жизни людей. Я не могу это сделать. Я могу помочь людям, которые пострадали, живым, простым, там, я не знаю, детям, матерям, там, не знаю, дизайнерам, художникам, которых сейчас которые в бункере читают мои сообщения. Была новость, BBC выложила людей в киевском метро, когда начались вот эти события страшные, и сидел парень в киевском метро с моим чехлом. В официальном отчете BBC у них был пост, мне куча людей прислала это. Я на этом не хайпил, я это не выкладывал, я там не говорил, йоу, смотрите, я там везде. Нет, я честно, просто эмоционально разделяю людей. Мне писало много людей после моих постов, что привет, у меня сейчас, не знаю, там, мы реально в бомбоубежище сидим, читаем твой пост, и мы понимаем, как это все страшно, и нас для реально важно, что это.
Но когда люди мне пишут, давай ты, не знаю, сделаешь туда поддержку, сюда отправишь деньги, я говорю, честно, нет. Один из людей мне вообще сказал, что он напишет моей галерее и попросит не работать со мной, потому что я не высказался публично в поддержку там, военных сил Украины. И я понимаю, что сейчас эта война, она двусторонняя и очень страшная. Но я никогда не являюсь человеком, который будет под давлением что-то говорить или делать, во что я сам не верю. Я иногда долго принимаю решение, потому что надо подумать. Я с кем-то общаюсь, что-то пытаюсь внутри себя откалибровать, но когда я прихожу к какой-то позиции, я от этой позиции не ухожу обратно. Ты несколько раз упомянул Маяковского. Маяковский был один из самых ярких пропагандистов советской власти. И вообще, если мы вспомним советское искусство, раннее советское искусство, там, до соцреализма, то есть авангард, мы увидим огромное количество талантливых людей, там, и Родченко, и все там эти плакаты агитационные, и вот это за советскую власть. То есть творческие люди, сильные, действительно сильные художники. Многие сегодня плакаты, там, посуды, вообще все, что связано с русским авангардом, стоит гигантских денег, находится в коллекциях ведущих музеев. И это такой важнейший, наверное, пласт в истории русского искусства. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, сегодня у Кремля крайне плохо с талантливыми художниками, с талантливыми людьми искусства, кто поддерживает вот сегодняшнюю пропаганду, кто мог бы не просто там орать с трибуны Государственной Думы, да, все вот эти вот там болванчики, которые депутаты, да, там кто громче крикнет, и вообще неинтересно, а делать это ярко, талантливо, через искусство, завоевывать там умы людей и все остальное. Если сегодня в русском искусстве те, кто прямо откровенно, открыто сотрудничает там с властью и работает на пропаганду, просто я таких не знаю, и что ты вообще думаешь по этому поводу? Во-первых, важно отметить, что в случае с русским авангардом революция в искусстве была одновременно с революцией в обществе. Это была идеологическая революция, политическая революция, социальная революция, культурная революция, технологическая революция. Это огромное количество революций. И люди, которые в 20-е годы говорили об этом, транслировали это, кричали об этом, они в это верили. И именно их вера в то, что они изменят мир, действительно их двигала, и они реально изменили мир. Потому что русский авангард повлиял на мировое искусство и культуру. Баухаус, дизайн графический. Сколько вещей выросло из российского авангарда. Поэтому, конечно, с точки зрения государства было очень важно и выгодно это поддержать. Но не будем забывать, что многие художники в 30-е, 40-е годы уже не были в линии партии. Да, они были многие были в опале. Тот же самый Маяковский, Маяковский в последние там годы своей жизни тоже столкнулся с цензурой, тоже столкнулся с опалой, да, все эти союзы писателей, которые появились, пришли, одни чиновники пришли на смену другим, и, да, и те, конечно, радужные идеалы революции, которые он себе представлял, и которые он пытался, в том числе и своим творчеством, поскорее принести, немножечко все это дело разрушилось, и он столкнулся там, с другой реальностью, но, тем не менее, да, все равно искусство на службе пропаганды, оно было довольно сильно. Даже если мы не берем авангард, даже если мы с тобой возьмем там и позднесоветское искусство, все равно мы увидим ярких там талантливых авторов, да, которые и в литературе, и в живописи, и в кино, да, они делали очень сильные именно пропагандистские там фильмы, и понятно, как все это дело происходило. Сегодня талантливого пропагандистского искусства, на мой взгляд, нету. Мы видим только телепропагандистов вроде там Соловьева, там, Киселева, Симонян и вот эту небольшую горстку ребят, которые, как мы видим, довольно эффективно работают там из телевизора, но я не считаю это искусством. Это просто чистая такая концентрированная пропаганда. Искусство, если мне скажешь, приведешь примеры хорошего пропагандистского кино или хорошей пропагандистской живописи или хорошей пропагандистской литературы, я этого, может быть, я не замечаю, я этого не вижу. Что творится с современным искусством? Есть ли современные сильные художники, кто сегодня поддерживает власть? Видишь, мир изменился очень сильно за 100 лет. Если мы сравниваем там, с авангардом, сейчас информация распространяется по другим каналам. Сейчас не нужно искусству быть, условно говоря, слугой, да, там,
не знаю, бренда страны, потому что для этого есть там блогеры, для этого есть там какие-то другие информационные площадки, каналы и прочее. То есть это все размыто очень сильно. И поэтому искусство, он также размылось. Сейчас музеи, Эрмитаж — это тоже пропаганда России. Просто как бренда на мировом, да, как бы уровне туризма и так далее. Там Петербург, рестораны Петербурга, звезды Мишлен, там, которые в Москве открываются. Все нелинейно, очень нелинейно. Там, не знаю, понятно, что российских брендов мало. И брендов, которые еще и на, как ты говоришь, службе у государства, на такой прямой, грубо говоря, их еще меньше. И это, с одной стороны, довольно закономерно, потому что государство в России, не скажу, чтобы активно пыталось развивать современное искусство и культуру. У нас есть там музей-гараж, у нас есть много интересных инициатив, у нас есть там джентрификация, у нас есть там стрит-арт-фестиваль. Это все существует, есть клевые вещи. Я, получается, вот видишь, тоже по твоим мыслям где-то делал проекты, которые можно ассоциировать там с развитием бренда России, там поддержкой чего-то. Видишь, это все нелинейно. Но суть в том, что для того, чтобы сказать, что Россия крутая, уже давно не надо на себя герб России нацепить. Я не говорю про Россию крутая. Поэтому и пропаганда теперь не такая линейная. Нет, слушай, смотри, давай я, может, еще раз перезадам вопрос, да, более так конкретно. Да. Сейчас началась война, да? Да. Многие художники, они выступили против войны. Там, в том числе ты выступил. Они начали рисовать антивоенные принты. Они начали высказываться через свое творчество, и я, поскольку я подписан на многих современных художников, моя лента, она буквально вот прямо вся пестрит периодически различными работами и российских, и украинских художников, кто в ужасе от происходящего, кто с помощью творчества хочет это остановить. При этом я не видел ни одной талантливой агитации и поддержки действий российских вооруженных сил в Украине. То есть даже ту самую букву «Z», которые они рисуют сегодня в Москве на здании, они не могут это сделать талантливо, они не могут это сделать нормально. Да? Это получается криво, косо, там, пошло, не пойми как. Если мы возьмем патриотические, так называемые вот эти вот граффити, которые тоже постоянно, ты сам знаешь, и в Москве, и в Петербурге появляются, да, на них немножко грустно смотреть, да, потому что видно, что это поручили какому-то там балбесу, которому вообще он просто не умеет рисовать. Это без относительной идеологии, но это просто пошло, отвратительно, некрасиво, неталантливо. Это уродует город даже вне зависимости от идеологического посыла. Почему на службе у пропаганды, почему нету патриотических, талантливых, сильных художников, кто могут прийти, да, и сделать яркое высказывание, которое сегодня, опять же, так необходимо Путину, так необходимо Кремлю, чтобы показать, что есть поддержка? Потому что если ты посмотришь, например, телевизор, ты увидишь, что у новостей там есть офигенные заставки, моушен, дизайн, графика, которая появляется, там, когда какой-нибудь объявляется, там, не знаю, видео. Просто это делают люди в другой сфере. Они делают это анонимно, это не искусство, как мы привыкли видеть. Это стыдно делать сегодня открыто? Получается так. Почему никто не нарисует тоже нет букву Z на стене Кремля талантливо? Потому что люди это не поддерживают. Вот и все. Мои знакомые, к сожалению, или для кого-то к счастью, но все столкнулись с очень реально страшной ситуацией в нашей истории. И нет уже вопроса там в какой-то идеологии патриот или не патриот. Это совершенно другой смысл. Это вопрос войны, вопрос убийства людей. Не может человек сказать: я за убийство людей, которые близок к культуре, потому что это страшно. Страшно сказать. И я сейчас тебе хочу честно сказать, что в истории любой страны такие же были идеологические проблемы. И в Америке, и где-то еще это всегда было жесткое разделение, что люди, которые могут поддерживать американский флаг, при этом выступают против войны в Ираке. И если ты помнишь, в истории это тоже был очень интересный раскол, когда очень многие музыканты, художники, дизайнеры, выступая против войны, в итоге сделали имидж страны сильнее спустя историю, потому что они стали громче, и в итоге страна поддержала их, но спустя там 10-20 лет. Поэтому патриотизм, он не строится на одном маленьком событии. Патриотизм — это длиной в жизнь ситуация. Я тебе вот честно скажу, что через 10 лет, там, через 15 люди будут снова гордиться там, тем, что создавали наши художники. И это снова станет, может быть, вообще идеологией страны рассказать об искусстве в России, которое было создано вот на протяжении этих годов. Просто есть идеология, есть патриотизм,
а есть какие-то, ну, совершенно разрывающие сердце действия. И здесь, ну, просто так вышло, что люди из культуры не могут это разделить. Поэтому либо они молчат, и ты видел, сколько людей из музеев уволили после открытых писем. Это же страшно. Представить себе, что людей, музейных работников, да, людей из сферы культуры увольняют за позицию против войны. Не против, чего-то, не за поддержку кого-то убили еще раз, а просто против войны. Людей увольняют. Ты понимаешь, сколько это страшно? Это трагедия сейчас. И то, что люди бегут из России, они не бегут от того, что они боятся, что их там закроют завтра. Людей не преследуют. Я вот смотрел вчера новость с Песковым, который говорит там из серии «Ургант» и это, они патриоты России. Да, они сейчас высказались так, но при этом они много делают для России. Люди там даже на верхах, я тебе отвечаю, они это понимают, что люди в России, которые выступают против войны, они выступают не против России. Они выступают против, войны. И все. Они могут делать в России крутые проекты, могут помогать строить нереально красивые здания, могут делать нереальные, там, не знаю, урбанистические проекты, культурные проекты, но они, против войны. И не нужно разделять против войны, но людей, которые против России, это не так. Антироссийская позиция и антивоенная позиция – это две разные позиции. То, что сейчас кто-то в пропаганде или где-то еще внушает нам, что это одно, это неправда. И люди, которые в том числе и живут, и работают в России, в том числе на государственных позициях, они тоже это все понимают. Им также, я уверен, страшно и грустно за этим наблюдать. Кстати, относительно современного искусства, если вспомнить творчество того же Бэнкси, наверное, один из самых известных, ну, по крайней мере, так, обывателю современных уличных художников, у него огромный пласт его творчества, он как раз посвящен антивоенным темам, относительно разных конфликтов. Можете вспомнить и конфликт Израиля и Палестины, и он много работ, даже там отель открыл у стены, и вообще там огромное количество работ его посвящены остановке этого тут тоже конфликта. У него много работ там по другим темам, и он довольно часто на эту тему высказывается. Сейчас есть тенденция к изоляции России. Закрываются, я не знаю, там границы, уходят бренды. Как эта изоляция отразится на современном искусстве? Для художников, которые сейчас остались в России. Я просто когда, например, говорил с Александром Роднянским, мы с ними говорили про кино. Кстати, кто не смотрел интервью с Александром Роднянским, посмотрите, вот ссылочка еще будет в описании, очень интересное интервью мы с ним записали. Так вот, он говорил, что, к сожалению, для русских режиссеров, для русских актеров нужно сделать выбор. Либо уезжать из страны и работать на Западе, да, чтобы иметь доступ к международным фестивалям, к международным, я не знаю, аудитории большой, ко всему остальному. Либо оставаться внутри страны, но тогда не будет никаких перспектив для творчества, потому что не будет денег, не будет перспектив, не будет никаких там регалий, не будет развития, потому что страну изолируют. В том числе он мне говорил, что российские фильмы снимают с международных фестивалей, начинается там дискриминация и русского искусства и все остальное. С точки зрения современного искусства, видишь ли ты сейчас какую-то дискриминацию и видишь ли какие-то проблемы именно для российских художников? Смотри, вообще я должен сказать, что сейчас все, что происходит на уровне информации, геополитики, заявлений и прочее, это не ситуация, которая, возможно, продлится там, на протяжении 50 лет. Это ситуация, которая сейчас, потому что сейчас стресс, сумасшествие, беда у людей, и люди реагируют так, как могут, так, как они чувствуют, и так, как они должны сделать по своим или этическим, моральным или каким-то репутационным соображениям. И это действительно так. И поэтому, да, в ближайшие, месяцы мы явно не увидим наши проекты за границей так же легко, как раньше. Это правда, я не буду это скрывать. Но я прямо сейчас член жюри Art Directors Club. Это самый крупный в мире союз арт-директоров вообще всего. У них штаб-квартира в Нью-Йорке. Я российский художник, который был приглашен туда жюрить работы по леттерингу и типографике. И я прямо сейчас жюрю эти работы. Больше 100 проектов. Я, к сожалению, почти не встречаю проектов из России. Но я жюрю проекты. И мне пришло вчера письмо: если вы будете в Нью-Йорке, мы вас будем рады видеть. 2 недели назад я получил письмо из Шаржи, это культурный центр Эмиратов,
которые пригласили меня выступить с проектом на их биеннале. Самое крупное биеннале в Middle East, в регионе во всем, по каллиграфии, куда меня пригласили с арт-проектом. Я работаю с группой галерей, которая имеет 13 галерей по всему миру. У меня мои работы улетели недавно в Соединенные Штаты. Нету ситуации, где художник, который имеет свою позицию, мнение, философию и так далее, будет просто обрезан, задушен, закэнселен и так далее. Но объяснить нужно очень важную вещь. Если люди следуют конъюнктуре и пытаются сказать, я дам против этого, чтобы меня не отменили. Это страшно, иногда грустно, но это можно понять. Если человек годами строит свою репутацию, годами строит свою коммуникацию, годами высказывается, делает проекты, где ты видишь, что это не ложь, это реально вот так существует у человека. Я тебе вот на 100% скажу, что быть русским не будет стыдно, но быть человеком, который врет сам себе и врет окружающим, будет стыдно всегда. Сейчас мы имеем действительно страшную вещь в нашей истории. Это не связано с тем, что я там боюсь, что меня отменят, или меня в России там отменят от госзаказа, как там пошутил этот или написал действительно серьезный депутат. Но я считаю, что если ты сам делаешь правильные поступки, ты всегда будешь заходить в любую дверь, в любой точке мира. Если ты, не знаю, там, сам в своей репутации не уверен, то, конечно, сейчас время, когда начинают людей сбрасывать с корабля. И я тоже слышал твое интервью с Роднянским. Я слежу за его действиями и его постами, и тем, как он много на российском телевидении всего сделал. И я искренне был очень разочарован увидеть письмо, где он стал нежелательным там человеком. Я считаю, что это страшно, потому что Роднянский сделал огромный вклад в нашу культуру. И он прав в том, что не его действия будут говорить, а будут говорить фильмы, которые он помог снять, спродюсировал, поддержал и так далее. Мы не можем отменить все, что сделали люди в России, и мы не должны это уничтожать, и мир тоже не должен это уничтожать. Я уверен, что люди за границей это понимают. И вот последняя маленькая ремарка. Мой галерист в Дубае, он действительно больше 15 лет в этом рынке. Очень-очень опытный человек. У него корни — это Швейцария и Франция. Он очень тесно связан с арт-рынком Франции. Когда началась война, я ему написал, что я в шоке от того, что сейчас происходит. Я не знаю, где я буду в ближайшие месяцы. Сейчас я работаю над проектами на Бали. Что ты думаешь вообще по поводу того, что сейчас будет происходить в мире с российским искусством? Он мне написал очень простое сообщение. Покрас. Люди в арт-мире не глупые люди. Он написал smart people. Они не разделяют художника на то, что вот там, если он русский или не русский. Они понимают разницу между политикой и искусством, между позицией художника и позицией государства. И я уверен, что он мне это написал не потому, что он там хотел меня поддержать, а потому что он реально это знает. И все другие люди это знают. Да, возможно, не будет кто-то вешать в свои апартменты мое полотно, потому что я русский художник, там, я не знаю, в Америке или в Украине или где-то еще. Да, это проблема ближайшая. Но если я докажу, что я как русский художник успешен и реально имею свой стиль, свое искусство, не привязанное к России, а просто искусство крутое, оно будет везде. Потому что мне нельзя будет отменить. Как ты отменишь человека, который реально самостоятельно создал стиль художественный, создал философию, сделал арт-проекты, повлиял на развитие каллиграфии в мире. Ты не можешь отменить то, что он русский, и не нужно это отменять. Кто из твоих коллег, за кем ты следишь, как ты считаешь, сделал талантливые какие-то высказывания против войны? Давай просто, может, расскажем людям, как высказывались разные художники, что они делали. Я могу, ну, чтобы ты не рассказывал сам про себя, да, Покрас сделал очень крутой вечер на Бали и провел благотворительный аукцион, где он продал работу как NFT-токен за $50 000, и эти деньги были поделены между ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программой. Да. Вот. Мне кажется, это действительно очень круто, и я был на этом вечере, получилось просто замечательно, было много гостей. Прошел действительно хороший и важный вечер. Было сказано много важных слов относительно нашего хрупкого мира, в котором мы все живем. И ты большой молодец в этом плане.
А расскажи, что делали твои коллеги, вообще, что за этот месяц интересного произошло вот в современном искусстве? Кого можно отметить, на кого стоит обратить внимание? Ты знаешь, у меня вся лента также была в постах, в публикациях людей из уличного искусства, из современного искусства. И каждый высказывался как мог. Не все там сделали масштабный проект. Кто-то рассказал даже о проектах, например, 2007-2014 года, когда они предрекли какие-то события и говорили о войне не в момент, когда она началась, а когда были какие-то другие политические предпосылки. И не знаю, я бы выделил точно Славу ПТРК, Тимофей Радио. Вообще, в принципе, вот наш такой стрит-арт, вейв, там, не знаю, поколение художников, которые выросли на уличном искусстве нулевых, десятых, вот сейчас 20-х, почти все рассказали о проектах, которые так или иначе выражают против. Очень многие сделали честные, искренние посты, без привязки там, к своей работе. Просто написали то, что они чувствуют. У кого-то там семья, у кого-то друзья, кто-то, не знаю, потерял близких, кто-то просто искренне против того, что происходит. Но, видишь, мы же не занимаемся политической пропагандой того, что там с этим надо вот так-то, так-то бороться, а так нельзя. Люди выражают как могут. Просто важно, что люди не молчат. Мне кажется, что здесь страшно иногда многим сказать, и особенно страшно делать это внутри России. Многие боятся, что будут какие-то там, не знаю, в их сторону действия. Видишь, я вот за границей сейчас нахожусь, поэтому многие могут подумать, что вот ты знаешь, там, смелый, потому что ты там не сидишь сейчас в Петербурге. И я тоже согласен с тем, что, конечно, из-за границы это говорить немножко проще, это правда. Но у меня очень много проектов в России, у меня команда в России, и я понимаю эту всю ответственность, так же, как и остальные ее понимают. Поэтому я считаю, что люди, которые просто честно сказали свою позицию, они поступили смело. Я не даю оценку, насколько это правильно или неправильно, потому что для меня, понятно, что люди сами делают свой выбор, я не навязываю там твоим зрителям какую-то позицию. Я просто говорю, что для меня это было смело и действительно важно. И то же самое с помощью. Можно переслать 100 рублей в помощь и помочь человеку сегодня поужинать или, не знаю, там погреться. А можно подумать, да, эти 100 рублей никому не нужны, или там, я не знаю, как это оплатить, у меня там карта не подходит, и просто закрыть на это глаза. Я знаю, что была очень сильная дискуссия касаемо людей, которые жили там в ЛНР, ДНР, что им тоже нужно помогать. И я честно скажу, что несмотря на все политические ситуации, люди, которые там страдают, тоже должны получить помощь, потому что это живые люди. И нельзя делить людей по территории, что вот теперь ты территория, которой нужно помогать, а тебе, вот ты сидишь за 20 километров, тебе теперь нельзя. Просто кому-то помощь нужна более срочная. Это правда. Нельзя разделять людей на то, что ты вот белый, ты немножко более такой-то. Это неправильно. Нельзя делить людей на том, на каком языке ты говоришь. Но если ты знаешь, что кому-то помощь нужна более срочная, ее нужно сделать. То же самое с нашим вечером. Мы могли сделать его еще более подготовившись там, через 2-3 недели. Я, кстати, был очень, правда, рад, что ты прилетел на остров, когда был ужин. Мы не знали об этом. Но я понимал, что если мы даже 2 недели еще дольше будем готовить, возможно, помощь будет недостаточно оперативной. И просто я этически понимал, что эта дилемма очень для меня сложная. Есть перфекционизм, а есть понимание срочности. И здесь у меня не было ответа, что я хочу сделать идеально. Был ответ, что я хочу сделать это сейчас. Вот и все. Спасибо. Спасибо.